прошлом году я каталась на лыжах. Это для меня была большая победа. Вот. А следующий год хочу покататься на коньках. То есть хотя бы устоять. Когда-то я умела кататься. Когда я узнал, что у меня диагноз рассеянный склероз, я не расстроился, потому что до этого у меня была онкология. Мне невролог говорит, вам повезло. Сначала подразумевает, что у меня рак головного мозга, ну, получил рассеянный склероз. Вот, ну, рассеянный склероз я воспринимал более легче, чем рак, чем онкология, в принципе. Я, если честно, я был маленький, и мне было все равно. Я помню, я шел зимой, и у меня нога волочилась. Мне было ее тяжело поднять, некомфортно. Пришел домой и говорю маме, надо ботинки новые купить, тяжелый ботинок. Все. Всю свою жизнь я так всегда думал и всегда покупал себе новую обувь, кроссовки. Все внезапно случилось, я утром проснулась и поняла, что у меня очень сильно болит с правой стороны голова. Вот, начала обследоваться, и сразу на МРТ у меня определили какое-то количество очагов. То есть, несмотря на то, что мне в 14 лет поставили, я чувствовал себя здоровым человеком. После обострения было, пролечили, я опять здоров. Вот. Я гонял на роликах, катался на мотоцикле, у меня мотоцикл даже был. Диагноз рассеянный склероз мне поставили около 20 лет назад. Скоро юбилей. Я вышел из дома на улицу и шел до машины. И чувствую в ноге, в ступне какой-то дискомфорт в плане, что как онемение, что ли. Но потом, уже ближе к вечеру, я заметил, у меня просто все начало двоиться. Ну, это меня, конечно, напугало. Обратился к офтальмологу. И уже он первый мне тогда произнес, это диагноз такой, название этого диагноза — рассеянный склероз. Ну, я, честно говоря, даже не обратил на это внимания, что да как так, я здоров, у меня там ничего подобного быть не может. Это что-то с глазами, какой-то плохой врач, видимо, попался мне. Первый раз, когда я обратилась в 2010 году, у меня было чуть-чуть была шаткость, неустойчивость. И все. То есть она меня не беспокоила, просто заметили родители, а симптомов не было. Раз не было симптомов, я долго не принимала. Я не верила, что это у меня. Раз нету ничего, ну и все нормально. Да, вот когда первый раз обратилась, уже был сын. Когда уехали на север, была вторая беременность в 2014 году. И случилось у нас несчастье. Ребенок умер, второй. При беременности замер 35 недель. Тогда я сильно понервничала. И началось маленькое ухудшение. Заболела я 8 лет назад. Я проснулась, на работу надо идти. Я просто встала и просто упала. И с этого момента все началось. Основной мой вопрос был, как долго я буду жить. Вот. А что она мне сказала? Ну, сколько отведено тебе судьбой, столько ты и будешь жить. То есть ничего не меняется абсолютно. И мне говорили, что надо делать ЛФК, еще что-то. Это на самом деле сразу говорили. Вот. Но, как и все, на самом деле, так все пациенты уклоняются от ЛФК, от лечебной физкультуры. Всем надо, чтобы их укололи, и они сразу выздоровели и побежали дальше. Вот. Ну и я, соответственно, тоже придерживался вот этой вот парадигмы. Я помню, когда просто с кровати один раз встать не смог. Ну, не смог ноги поднять просто. Все. Ну и я подумал, что все, труба, надо что-то делать. И я вот тогда бросил курить. А на тот момент, это уже было 10 лет, как я курил. Вот. Ну, я бросил курить. В 2016 году родила дочку. Ну и потихоньку, у меня не бывает обострения, у меня просто оно потихоньку ухудшается. И все.
Приняла практически сразу его. Раз я очень долго, мне не могли его поставить, я все равно, это столько времени прошло, я как-то готовилась. Ну и как-то вот не было у меня такого прям, что вот... Да, конечно, я когда впервые сказали в 10 году, я очень много читала про него. Вот читала, а в себе-то этого не находила, этих симптомов, и говорила, что нет, это мне не то. Ну, потом сейчас я приняла его, живу вполне хорошо. Когда принимаешь этот диагноз, становится легче. Мне хотелось жить полноценной жизнью. Вот получается как-то. Ну, получается. Но у меня есть также хобби. Вот. Хобби. Я пишу книги. Я что-то в последнее время так задумался, думаю, вот честно, блин, мне неохота вот там это госзакупками заниматься. А когда книги писать, это мне это в удовольствие. И, кстати, хочу сказать то, что если мы сегодня, мы ставили вот эту пьеску, да, и на самом деле, что это будет потом в научном, в медицинском журнале опубликовано, то есть это все серьезные вещи, да, вот, то вот я вам скажу по секрету, что вот по поводу писательства, вот, это моя личная разработка, я сам это придумал. Тем более, если уж говорить о средствах реабилитации, да, о методах реабилитации, то это развитие мелкой моторики, ну, от руки, когда пишешь. Ну, я бы не сказала, что это была театральная постановка. Мы проводили данс-терапию, арт-терапию в рамках программы реабилитации. Это помогает пациентам объединиться, у них есть общая цель. И для них очень важно показать тот результат, который они достигли. Это, скорее всего, психологическое преодоление вот тех трудностей. Это любое публичное выступление для нас сложное. Мы все, кто выступал, мы понимаем, что справиться с волнением, как публика тебя воспримет. А тут тем более они переживают за свое физическое состояние. И, конечно, молодцы ребята, справились. Плюс во время репетиции их много объединяло. Они стали лучше относиться друг к другу, понимать, обменялись телефонами. И это им помогает. Мне кажется, это очень, очень важно. Потому что если человек замыкается в себе, а мы существа, люди социальные, нам очень важна поддержка других людей. Позвонили, я ходила от начала и до конца, и прерываться, и бросать не думала. Было очень интересно, занятия были очень веселые у нас. Где-то, ну, раз у нас всякое было, кто-то и падения были, всякое было. Весело очень было, занятия, очень, тренировки очень весело проходили. И столько положительных эмоций после этого было. Наверное, в первую очередь я бы отметила, это внутренний настрой каждого из ребят. С ребятами было довольно легко работать в этом плане. Просто затянуло, просто интересно стало. Стало получаться что-то. Но что-то и не получилось. Какие-то моменты. Но это же не страшно. То есть вот вчера прогон был несколько часов, и им пришлось быть здесь и работать, и вкладываться. Но, тем не менее, ребята взяли себя в руки и смогли осилить весь процесс, потому что он, в принципе, отличается от тех процессов, в которых мы работаем с условно здоровыми людьми. У них порой стоит только поучиться их силе духа, и эмоциональному заряду, и внутреннему стержню. Поэтому я очень благодарна ребятам, которые остались, которые смогли создать этот спектакль. Да, я не бегаю. Но я веду полноценный образ жизни. Я работаю, я
зарабатываю. Я создал семью. У меня 4 детей. Немаловажный момент. Обращу внимание на то, что диагнозу моему 20 лет, старшему ребенку моему 13 лет, младшему 3 года. Кстати, да, то удвоение, которое пришло изначально, и то онемение в ноге небольшое, оно ушло сразу с первым лечением. По большому счету, потом первые годы я вообще был уверен, что у меня ничего нет. Есть в жизни другие проблемы, вот, в принципе, где необходимо жить и радоваться жизни. Я же адекватный человек, надо адекватно подходить к этому вопросу. Хожу медленней, быстрее устаю, но это меня особо-то не напрягает. То есть... Например, я раньше всегда любила заниматься спортом, сейчас же это ничего нет. Велосипеды, еще какие-то там, бегать, играть. Как раньше с сыном, например, играла, с дочкой, я уже этого не могу сделать. Конечно, иногда на душе, как говорится, кошки скребут, но научилась. Все еще зависит от того, как пациент может, да любой из нас, как мы можем принять диагноз, который ставит врач. Это зависит индивидуально от каждого человека. Понятно, что заболевание серьезное, заболевание неизлечимое, и заболевание, в настоящее время, конечно, прорыв есть в лечении, когда есть препараты, которые действительно эффективно помогают и нивелируют те клинические проявления, которые есть у пациентов. Некоторые люди могут легко справиться с такой вот тяжелой психологической травмой, а есть, которые могут принимать этот диагноз годами. А сейчас я получаю медикаменты, то есть я получаю капсулы, то все нормально. Жизнь, конечно, она изменилась каким-то образом. То есть, как я была позитивна, так я до сих пор я не унываю. С рассеянным склерозом тоже жизнь есть. Походка, что-то изменения есть, глазки. Но я на это не обращаю внимания. Я все равно должна жить. Моя двусмысленная слава, двусмысленная не потому, что я превознесен неправо, не по таланту своему, а потому что явный вызов условностям в моих стихах и ряд изысканных сюрпризов в капризничающих словах. Мое лечение на сегодняшний день — это спорт. Лучшая панацея этого заболевания — позитивные эмоции, здоровая семья, то есть счастливая семья. Ну и движение, движение, движение. Конечно, без медикаментозного лечения не обходится. Да, на сегодняшний день я принимаю препарат, но я почему-то уверен, что мне помогает спорт. Тренировки, физические нагрузки, занятия ЛФК, ну и дэнс-терапия. И хорошее настроение. Мне кажется, тут вот на течение болезни влияет образ жизни. Прежде всего, если пациент начинает вести здоровый образ жизни, это вот те простые рекомендации, которые мы сегодня можем дать нашим пациентам. Нормализация сна – это 8 часов. 7-8 часов пациент должен спать. Нормальное полноценное питание, тоже различные есть рекомендации. И, конечно же, сохранение физической активности и социального статуса. Каждый раскрывается по-своему. Когда ты проживаешь с ними несколько месяцев, каждую неделю репетируя, занимаясь, ты по-другому к этому начинаешь относиться. Может быть проще, да. И девочка у нас упала, прям просто упала, расселилась на полу, а ей надо было уже уходить со сцены, и она начала просто отползать. И все столько это восприняли, да все нормально, все смеются, все поддерживают друг друга, отползает, все нормально. Поначалу это были немые паузы для меня. Что делать? Что происходит? Да, а потом это было уже все нормально, мы не замечаем этого, идем дальше. Где-то тяжело, где-то не тяжело, я падаю, встаю и идешь. Себя заставляй, самодисциплина.
Я очень ответственный, очень дисциплинированный человек. Вот, поэтому я себя заставляю во всем. Какие есть плюсы? Ну, во-первых, конечно же, это бесплатный проезд в транспорте. Вот. Сейчас просто в маршрутке и в автобусе 28 рублей стоит проезд. Представляете? Общение с врачами. То есть там у нас же отличные доктора в больнице, все красивые женщины. Вот. Постоянно под наблюдением находишься, да? То есть риск возникновения раковой опухоли вот, в разы уменьшается, так как нам очень часто делают МРТ головного мозга, это раз. Во-вторых, постоянно обследуют. Меня часто берут кровь там раз в полгода на анализы, да? Но для меня самый большой минус, это, честно скажу, у меня, повторюсь, 4 детей, из них 3 сыновья. Самое досадное, что я не могу с ними поиграть в футбол, побегать. Но опять же, я могу постоять на воротах. Так что во всем можно найти выходы. Здесь очень важно не играть, а просто оставаться человеком. Просто видеть те проблемы, которые у него есть, и стараться ему помочь. Но невозможно помочь человеку, если он сам не хочет. Это здесь, вот я уже говорила, это безусловная любовь. Ну, вдохновение, ребенок, мои родители. Семья, мы живем ради семьи. Вот, поэтому сила. Они дают силу. Каждый вечер на прогулку, в парк, еще где-то там спортом заняться, где-то позаниматься. Вот. Супруга меня заставляет заниматься. Ну, конечно, когда близкий человек, этот тренер такой, иногда заканчивается конфликтом. Но, в принципе, я считаю, благодаря семье. Я просто люблю жить, я хочу жить, я люблю свою работу, я люблю своих детей. Я просто хочу жить. Каждый должен выбрать для себя, но в первую очередь не закрыться, в первую очередь двигаться и продолжать быть в социуме. Вот это самое главное. Моя семья, мои дети, моя жена. Ну, мое желание жить, мои планы на жизнь. Все зависит от самого человека, от желания. Я говорю, вот у меня желание есть, но я знаю, что я всегда буду ходить до последнего своего дня, который будет не скоро. В первую очередь, семья, которая рядом, которая поддерживает. Ну и свой настрой, в первую очередь свой настрой. Что жизнь продолжается, хочу жить. Ой, я не знаю. Я с детства таким придурком был. Ну, потому что я, кстати, не знаю, да. Я в детстве очень часто получал всякие разные травмы, еще что-то. У меня фотография есть, меня бультерьер укусил, у меня вообще полголовы не было. Вот. Пробовать учиться жить с этим диагнозом, это не страшно, это возможно, это реально, это можно практически без ограничений жить. Ни в коем случае не сдавайтесь, ручки не опускайте, все будет хорошо. А если бы я каждый раз, когда на них смотрю и думаю, а если бы заболела я? Что бы я хотела? А если бы заболели мои близкие? И вот тогда у тебя меняется отношение и к заболеванию, и к пациентам.